Сегодня затронем тему пагинации в чистой архитектуре. Напишем весь код в деталях и покроем его интеграционными тестами. Итак, по традиции мы начинаем с бизнес-логики. Я перейду в проект Application, директория Use Cases, директория Listings и в директории Queries создам новую директорию. Также я создам три необходимых файла для старта в этой директории. Это будет handler, query и валидатор. Теперь в папке Common мы создадим необходимые файлы для пагинации. Это будет query, также мы создадим pagination result и валидатор. Итак, давайте я напишу реализацию общего query для пагинации. Здесь мы примем номер страницы и размер страницы. И также для этого рекорда мы напишем валидатор. Мы наследуемся от базового класса Fluent Validation и передаем тип, который будем валидировать. Проверим, что номер страницы строго больше нуля. Также проверим, что размер страницы должен быть больше нуля. Просто для примера установим ограничение размера страницы в 10 элементов. Это абсолютно стандартный валидатор. И теперь давайте я напишу универсальный результат для любого пагинированного списка. Его можно будет переиспользовать для других объектов, не дублируя структуру. В первую очередь мы примем список наших элементов. Это будет iRead-only-list. Также мы примем общее количество элементов во всей коллекции. Примем номер текущей страницы, это page number. Также примем размер страницы. Также у нас будет дополнительное вычисляемое свойство. Мы рассчитаем общее количество страниц, поделим total items на page size и округлим его вверх. То есть, если остаток последней страницы будет неполным, он все равно будет считаться отдельной страницей. Если подытожить, то pagination query — это наш общий query для каждого пагинируемого запроса. У него есть свой валидатор, а pagination result — это наш общий результат, которым мы будем оборачивать результат каждого хендлера, которым будет пагинация. Давайте я открою наш хендлер. Мы пометим его для библиотеки Mediator. Он на входе примет query и вернет пагинируемый listing response. И также мы пометим query для библиотеки Mediator. Мы обозначим, что этот query будет использовать наш хендлер, который в результате своей работы вернет пагинируемый список объектов listing response. На этом этапе мы оставим хендлер без имплементации. И давайте теперь напишем реализацию query. Так как мы будем отдавать нашему пользователю не просто список листингов, а фильтровать их по ID категории, наш хендлер на вход должен получить ID категории. Также мы будем наследоваться от нашего родительского query. Это будет pagination query. Мы также примем номер страницы и размер страницы. И передадим их в родительский query. И теперь давайте реализуем валидатор. Мы также используем библиотеку Fluent Validation, передаем туда query. Чтобы избежать дублирования, мы добавляем родительский валидатор и валидируем здесь только ID категории. То есть для номера страницы и размера страницы мы используем родительский валидатор, а для нашего поля ID категорий мы пишем локальную валидацию. Давайте я сразу добавлю валидацию в наш хендлер. Мы будем использовать интерфейс из библиотеки Fluent Validation, передадим туда наш query и вызовем валидацию в самом начале работы хендлера. Теперь мы перейдем в проект API и создадим endpoint. Мы имплементируем базовый интерфейс, чтобы зарегистрировать наш endpoint. Это будет get-запрос, в паттерне которого мы примем ID категории, и вторым параметром мы примем лямбда выражение. Как обычно, мы добавим медиатор для того, чтобы отправить запрос в хендлер и cancellation токен. Дальше мы обозначим, что запрос может быть анонимным, поместим его в категорию листингов для библиотеки Scholar. И также для библиотеки Scholar мы обозначим, что мы вернем список listing response с пагинацией. Но также, чтобы наш запрос поддерживал пагинацию, нам нужно принять два дополнительных необязательных параметра. Это номер страницы и размер страницы. Для этого мы перейдем в библиотеку контрактов презентационного уровня, создадим директорию Common и создадим общий рекорд с параметрами для пагинации. Мы примем номер страницы и размер страницы. Мы не будем напрямую использовать этот рекорд, мы будем от него наследоваться, поэтому мы сделаем его абстрактным. И дальше в директории листингов мы уже создадим рекорд для нашего endpoint. Мы будем наследоваться от общего рекорда для пагинации. И здесь, чтобы эти параметры не были обязательными в запросе, мы установим дефолтные значения. То есть, если в запросе пользователь не передаст эту часть, то мы автоматически возьмем дефолтные значения. Мы теперь можем закончить endpoint. Итак, мы примем ID категории из запроса. Обязательное условие — это то, что название переменной должно совпадать с названием из запроса. И дальше мы примем дополнительные параметры. И обязательно используем атрибут из Minimal API, чтобы правильным образом прочитать эти параметры из запроса.
Теперь, чтобы создать query, мы должны написать метод маппера на уровне API. Перейдем в директорию mappers, у нас есть класс listing mappers, и допишем здесь еще один метод. Мы вернем наш query, примем request и примем ID категории. И в результате вернем готовый query. Итак, мы можем создать query в нашем endpoint, вызовем наш handler с помощью медиатора и вернем результат. Теперь проверим, работает ли наш запрос и проверим, работает ли валидация дополнительных параметров. Давайте я для этого запущу проект. Мы перейдем в браузер. Итак, наш новый запрос появился. Давайте возьмем ID категории, передам page number и page size. Сделаю page number -1. Итак, наша валидация срабатывает. Попробуем изменить page size. Мы видим две ошибки валидации. Отлично, валидация срабатывает. Давайте перейдем к хендлеру. Давайте я пока что закрою лишние файлы, открою хендлер. После валидации нам необходимо будет проверить кэш. И только если в кэше нет необходимой информации, мы будем идти в базу данных. Давайте перейдем в наш репозиторий, который отвечает за листинги. И мы видим, что у нас здесь есть метод без имплементации. Давайте напишем реализацию этого метода. Для начала мы построим базовый запрос. Возьмем листинги, у которых совпадает ID категории с ID, который получит этот метод. Так как мы не будем вносить никакие изменения в полученные сущности, мы отключим отслеживание. Это серьезно ускорит наш запрос. Теперь мы получим общее количество листингов, которые подходят под наш запрос. Теперь, прежде чем выполнить запрос, построим пагинацию. Пропустим все элементы предыдущих страниц. Скажем, сколько элементов взять. И на этом этапе мы выполним реальный SQL-запрос. И дальше наш метод вернет список полученных листингов и количество листингов в базе данных, которые прошли условия, у которых совпадает ID категории. Теперь мы вернемся в хендлер. Давайте я подключу репозиторий. Вызовем метод репозитория. Примем результат, который мы передадим ID категории, номер страницы и размер страницы. Также правильным подходом будет защитить нашу базу данных и добавить дефолтные значения для page number и page size. Теперь давайте сформируем правильный ответ из хендлера, создадим результат правильного типа, который мы передадим список объектов listing response, возьмем полученные листинги и с помощью маппера переконвертируем их в listing response, передадим общее количество, передадим номер страницы и передадим размер страницы. Дальше мы добавим результат в кэш, я оставлю пока заглушку для этого. И вернем результат. На этом хендлер готов. Мы можем проверить работу бизнес-логики. Давайте я запущу приложение, перейдем в браузер. Итак, выполним запрос без номера страницы и размера страницы. Передадим существующую ID категории, и мы получаем результат из 5 элементов первой страницы. Получаем общее количество элементов, получаем номер страницы, размер страницы и общее количество страниц. Давайте передадим page number и page size. Пускай это будет вторая страница размером 3 элемента. Отлично, мы получаем вторую страницу, у которой размер 3 элемента. Давайте теперь напишем интеграционные тесты для нашего endpoint. Перейдем в проект тестов. В директории listings я создам новый класс. По примеру с прошлых интеграционных тестов мы сконфигурируем окружение. Напишем первый тест, который проверит положительный результат работы. Наш метод примет категории, которые мы написали раньше для теста. Поделим тест на 3 части. Дополнительно добавим все существующие категории в базу данных. Следующим шагом мы добавим все тестовые листинги в базу данных. И у каждого листинга будет ID категории, который мы передаем в тест. Возьмем номер страницы, создадим размер страницы, посчитаем предварительно общее количество элементов и теперь отправим запрос. И проверим статус-код в ответе. Давайте запустим тест для проверки. Тест отработал, можем его расширить. Давайте распарсим результат. Проверим, что результат не пустой. Проверим размер страницы. Проверим номер страницы. Проверим количество элементов. Давайте теперь запустим полный тест. Тест отработал успешно. Давайте теперь напишем тест, которым проверим результат дефолтной пагинации. Также поделим его на 3 части. Добавим все категории в базу данных. Добавим все тестовые листинги в базу данных с переданной категорией. Дальше выполним запрос. Проверим статус-код результата. Распарсим результат. Проверим, чтобы он не был пустым. Также предварительно возьмем дефолтные значения пагинации. Проверим количество элементов. Проверим размер страницы. Проверим номер страницы, чтобы они совпадали с дефолтными значениями. И проверим общее количество значений. Давайте я запущу тест. Тест отработал успешно. Теперь мы проверим результат с несуществующей категорией. Мы также поделим тест на 3 части. Возьмем дефолтные значения пагинации.
Отправим запрос. В запросе мы передадим несуществующую ID категории, проверим статус-код, распарсим результат, проверим, чтобы результат не был пустым, проверим, что в результате нет элементов, проверим размер страницы, проверим номер страницы и также проверим Total Items. Вызовем тест. Тест также отработал. Этим тестом мы проверим, срабатывает ли валидация. Мы примем номер страницы и размер страницы. Передадим невалидные данные, отправим запрос и проверим статус-код ответа. Он должен быть 400, bad request. Тест также отработал. Теперь запустим все тесты сразу. Отлично, все тесты отработали успешно. Можем проверить код и переходить к следующей части.